Переходим к третьей группе аватаров. Нас ждет еще одна дуэль. Недавно мы узнали, что Жар-Птица — счастливая обладательница семикомнатного гнезда со всеми удобствами. Правда, хозяйка огненного аватара тут же предупредила, что в гости к ней приходить не надо, может и подгореть. Тимур, как ты думаешь, какие именно удобства могут быть в семикомнатном гнезде? Камин, гриль, может быть, полы с подогревом. Самая главная фешенебельная и роскошная штучка в этом гнезде — это сама Жар-Птица. Кирилл, а ты как думаешь? Значит, я думаю, что там должен быть тостер, Отлично. кофеварка, Шикарно. вафельница. Ты как будто на другой программе призы выбираешь для суперфинала. Итак, встречайте, друзья, Жар-Птица. Жар-Птица, спасибо большое, что не улетела на юг, а остаешься вместе с нами, несмотря на холода за окном. Я так понимаю, ты хочешь остаться до финала? Конечно, хочу. И в гнезде у меня тепло. Куда мне торопиться? Тостер, кстати, у меня действительно есть, Кирилл. Все, я одну комнату снимаю. Отлично. По цене договоримся. Я прошу прощения, Жар-Птица, не имеет вообще никакого значения, сколько это будет стоить, потому что за все платит Батрудинов. Мы сегодня так решили. У него денег... Отлично. Приезжайте ко мне вдвоем. А можно Марка взять? И Марка берите, конечно. Гулять так гулять. Ой, грешить так грешить. Почему именно на Марка грешить так грешить, гулять так гулять? Марк, профессионально ввергаю вас в пучину греха. Как на Марка действует сегодня темная сторона Леры, да? Очень действует. Особенно после того, как она на нас всех вот так посмотрела и что-то вот так рукой сделала, после того, как и Перун, и Волк у нас в номинации. Я уже в гримерке облился кофе. Еще не вечер. Что, добавим огонька в наш вечерок? Жар-Птица, гори, сияй. Ой, красиво как. Я вообще не понимаю, что это может быть. Алиса, ты можешь... Очень молоденький голос. Очень молоденький прям.
очень кого-то... Кто же это? А может, Аида Гарифуллина, правда? Все-таки. Кто-то такой знакомый. Ай, как хорошо! В раю среди ангелов. И жар птица, конечно, дала сегодня огня с дождем. Ах, дала. Вот именно этот голос сегодня такой знакомый. Вот именно пела сегодня очень знакомым голосом. И таким молодым, Таким сладким. Молодым таким, Тоже таким это. детским, можно сказать. Ну, не знаю, Аида Гарифуллина, не знаю, вот хочется назвать Как это будто бы имя. немножечко есть Аида Гарифуллина. Есть чуть-чуть на верхах. Но, наверное, вот эти все высокие ноты были более академическим звуком, наверное, бы. Были бы, да. Они были бы плотнее, Да, а здесь такой прям Здесь песочек. песочек эстрадный. Детский Да, эстрадный песочек. песочек. У меня ни одной мысли вот вообще нет. Кто это, что это, зачем это? Ой, Лерочка, вы удивитесь, но мы с вами так похожи, у меня тоже нет мысли. Ой, как хорошо! Сейчас ты полетишь Жар в птица, номинацию. дорогая, а чем мы с вами? Мы с вами вообще чем-то вот можем быть, может быть, похожи? Ну, конечно, красотой, дорогая моя. Я красотка, ты красотка, все мы здесь красотки. Какие-то мужчины рядом. Какой же вам противный голос сделали? Вот вообще прям ужас. Почему это сделали? Это мой натуральный голос. Вот удивительно, да, она поет, ее голос как молодой певицы, но когда она разговаривает, есть ощущение, что, ну, Мама говорит. не сильно младше нас. Она просто за песню очень сильно взрослеет. Хочешь сказать, Сережа, домой, как будто мама зовут. Да-да-да. Кирилл, кто так разговаривает в своем круге общения? Я так разговариваю. И вот вы заметили, у жар птицы всегда улыбка. Вот, что характерно, да? Ну, конечно, семикомнатные апартаменты. Что же мне грустить, что ли? А еще, знаете, наша жар-птица, всегда готовясь к номеру, она всегда занимает вот первую позу, как спортсменка. Покажи, какая. Или как артистка мюзикла. Ну вот музыка должна начаться, и она вот... А-на-на-на-на-на-на. И потом пошла. Может быть, какая-нибудь оперная дива. Аида Гарифуллина, возвращаемся, если что. Возвращаемся. Ну, такие песни Гарифуллина. Ну, они же выбирают не чтобы спалиться, а чтобы спрятаться Но максимально. ты понимаешь, я говорю, что здесь, в этом головном звуке было много песка. Ой, Сергей, ну вас послушать, во мне 2 КамАЗа песка. Чистый у меня нормальный голос. 2 КамАЗа. Кстати, КамАЗ. КамАЗ, Камский автомобильный завод, Татарстан. Аида Гарифуллина. Только там КамАЗы ездят. Хотите, я скажу 2 БелАЗа песка, чтобы вы тут не мучились. Белорусский автомобильный завод. Белорусский, да. А из Белоруссии Подольская, да? Подольская. Подольская, хорошая версия. Слушайте, чтобы мы совсем не выглядели в своих же глазах беспомощными, у нас была, как мне кажется... Вы хотели сказать? Да, я хотел сказать, Марк но вот... интеллигентный человек. Нет, я так саморазоблачаться просто не хотел. Но в тот раз, по-моему, Сергей или Мария, или вы оба дали хорошую версию. Молодая, популярная певица Асия, да. Мне кажется, не надо отвергать эту версию. Я тоже сегодня подумал, что можно с этой версией Да. не прощаться. Я послушал альбом Асии, и это может быть. Эта версия имеет право на жизнь. А говорили о Клава Кока. Я тоже Есть, про да? Коку, есть версия Кока. Но вот не знаю, насколько у Клавы вот эти все верха такие именно. Как будто по тембру чуть-чуть другой звук. Хотя... Верха как будто Зинины, правда? Зинины? Ну, кстати, так она среагировала интересно на Клаву Коку, В да? прошлый раз еще была версия «Моя Мишель». Да, Татьяна Ткачук. Послушайте, а версия Анна Плетнева?
Мы в замешательстве, жар-птица. Видишь, что ты с нами делаешь? Хорошо. В общем, Кирилл, Тимур, я жду вас у себя в 7-комнатных апартаментах в моем гнездышке. Ой, лучше меня одного позови. Кирюха, это гиблое дело. Очень бойкая. Но она не была раньше бойкой, кстати. Это вот она разговорилась в последнее время. Оперилась, вы хотите сказать? Разговорилась. Вот, надо разговаривать, видишь? А расскажите еще, за кого вы болеете на «Аватаре»? За Динамо. На «Аватаре» за «Динамо». Ну, тут все почти Динамо у вас. Особенно Батрудинов. Я не Динамо, вы что? Я сразу же тут как тут. Зовите меня. Не-не, он главный тренер. Я вот и зову в апартаменты. Скорее разоблачайся, жар-птица. Я поеду к тебе в гнездо. Жар-птица так разговорилась, что есть ощущение, что и жюри может отправить ее в «Динамо». Поэтому, жар-птица, береги себя, береги свои голосовые связки и, пожалуйста, аккуратнее за кулисами, не подожги там ничего. Встретимся на голосовании, жар-птица. Стараюсь. Жар-птица, любовь.